Так, для начала небольшое вступление. Во-первых, у нас будут два небольших примера, и на этих примерах я вам покажу, как красить с помощью каких фильтров, каких режимов смешивания и так далее. Но самое главное не это. Самое главное это то, что какой результат вы хотите добиться с помощью вот этих фильтров. Это очень важно, потому что нету такой кнопки или комбинации слоев, чтобы у вас сразу кожа стала такой, какой вы хотите. Потому что она может быть абсолютно разной. Если вы посмотрите на вот этот пример, например, можно сделать более тусклую кожу, смотря какое освещение, более прозрачную, менее прозрачную и так далее. У всех кожа разная, освещение тоже разное. Можно сделать с помощью фильтров определенный цвет и так далее. Можно сделать Халка из него, можно Таноса, если мы захотим, можем легко очень покрасить. Все эти фильтры я вам покажу, как они делаются, и это все очень просто. Но все-таки самое сложное в этом уроке будет понять, как именно использовать цвет, чтобы добиться определенной задачи, которую поставите перед собой. Вот, ну давайте потихоньку начнем. Здесь мы пока удалим вот эту часть, нам нужна только вот эта основа с 3D. Здесь мы видим с вами всего 4 слоя, которые обозначают объем. С помощью мягкой кисти я это сделал. Вот здесь есть основа, мягкой кистью обозначен объем и еще дополнительные слои для детализации. Про объем я еще буду говорить в одном из следующих уроков. Сейчас мы можем это все слить. Теперь мы выбираем новый слой, нажимаем Alt для того, чтобы в маску его заключить. Теперь мы выбираем режим наложения. Вот здесь очень важно. Есть Overlay, есть Soft Light. Они очень похожи. Мы будем красить с вами с помощью Soft Light. Почему не с помощью режима наложения Color, то есть цвет? Потому что цвет, он, во-первых, самый популярный вот этот режим, да, который мы выбираем. Если мы выберем цвет кожи, например, мы хотим сделать его таким. Кстати, палитра у меня переключается вот на вот L, так удобнее регулировать, насколько светлый или темный будет цвет. Выбираем цвет. Здесь вот мы, например, его красим вот в такой вот цвет. Как видите, у нас рука стала желтая, а не как мы хотели, вот такого вот телесного более-менее цвета. Даже если мы сделаем его больше в розовый, он все равно будет странный. И как основа, в принципе, этот слой может нам пригодиться. Мы можем также нажать Ctrl-U для того, чтобы убрать Saturation, допустим, подредактировать и так далее этот цвет. И можно, в принципе, с помощью него добиться нужного освещения, нужного цвета. Но это неудобно, потому что мы никогда не можем предугадать, какой мы цвет получим, потому что если мы хотим синий, а он красит его в какой-то очень странный синий, то есть через грязь он может вывести любую вашу работу. Поэтому мы им не будем пользоваться, а покрасим мы основу с помощью, опять же, того же Hue Saturation, Ctrl-U, напоминаю. Здесь мы ставим галочку, делаем основу, например, какого-нибудь телесного цвета, и эта основа нам будет нужна для того, чтобы проще было красить. И теперь вот с этим легко работать, но, как вы видите, здесь всего один цвет, один оттенок, да, как мы знаем, что когда мы красим кожу, в коже у нас очень много разных цветов, ну не только кожу, вообще все что угодно, когда мы красим, там очень много разных оттенков. Здесь мы разнообразим нашу кожу с помощью Soft Light, выбираем этот режим смешивания, и теперь мы можем, допустим, выбрать какой-то базовый цвет. И в чем преимущество основное вот этого режима смешивания Soft Light? В том, что если вы хотите, например, поменять цвет, вы можете его высветлить. То есть, например, если вам кажется, что по объему вот эта часть дельта, да, то есть не сильно высветлено, то вы можете его высветлить с помощью цвета. Опять же, если вы используете Color, то вы этого сделать не можете. Но при этом, как вы можете заметить, он не стирает все, что находится под ним.
в отличие от normal. То есть если мы normal выбираем, ну, это логично и банально, но все же стоит повторить. Если мы вот этим цветом начнем красить с помощью, без режима наложения никакого, то он будет затираться. Если мы сделаем multiply, то он будет темнее, да, и немного выжигает. Если мы делаем его через overlay, то он, опять же, выжигает и делает его очень сильно насыщенным, да, в основном это видно на переходах от темного к светлому. Вот. Для того, чтобы, опять же, от этого избавиться, мы делаем soft light, он практически так же работает, как overlay, но он намного мягче. И поэтому мы можем, например, некоторые оттенки сделать вот такого цвета. Потом мы хотим сделать более розовый придать, да, каким-то частям, мы можем его покрасить в каких-то местах вот таким вот цветом. Но здесь еще есть одна фишка заключается она в том, что когда мы красим на 100%, да, с 100% непрозрачность кисти, то нам труднее регулировать этот цвет, то есть нам труднее накладывать цвета друг на друга, а когда мы рисуем цветом, то нам желательно думать о цвете как о многослойном таком, многослойной вещи, которые цвета, вот, накладываясь друг на друга, создают определенные оттенки. Поэтому мы будем регулировать, опять же, opacity. Я делаю это с помощью цифр на клавиатуре, да, здесь можно очень быстро сделать на 20%. И тогда мы можем очень легко красить нашу работу очень такими плавными и мелкими мазками. И теперь мы можем сделать так, чтобы у нас в каких-то местах было менее насыщенное, там можно даже где-то тень подчеркнуть этим цветом. Можно убрать насыщенность с помощью серого цвета. То есть если нам кажется, что вот эта дельта слишком насыщенная, мы можем вот этим серым цветом или белым цветом даже убрать насыщенность. Да? Мы видим, что реалистичность этой кожи, она увеличивается. Как видите, вот для того, чтобы покрасить работу, вообще ничего абсолютно сложного нет. С помощью вот этого режима наложения soft light, опять же. Вот. Также вы можете, допустим, вены добавить с помощью синего или холодного цвета, любого. Здесь вот мы можем побольше поставить. Делаем кисть побольше и вот делаем там различные... Ну, сейчас у нас получается там слишком перенасыщенный, да, такой вот цвет, но потихоньку вы можете вот таким образом выбрать любое освещение. Есть еще способ покраски через Gradient Map, но это очень долгий способ. Наверное, не в этом ролике я буду рассказывать, как-нибудь в другом ролике, может быть, расскажу. Но вообще этой информации очень много везде в интернете, в том числе на YouTube. Вот. В общем, у нас получилась вот такая вот покраска небольшая. И теперь, если мы хотим изменить вот этот базовый цвет, мы можем, опять же, Ctrl-U нажать. Мы можем поменять этот же цвет на какой-то другой. При этом у нас вены, как видите, остались. Да? У нас получается такой более жутковатый цвет. Там, если это какой-то зомби, то мы можем убрать насыщенность, да, сделать там какие-то вот такие вот странные цвета и так далее. Но это уже все зависит от того, какой вы хотите цвет сделать. Как видите, вот эти все оттенки, они остаются. То есть здесь очень много разных цветов, которые мы, в принципе, там не сильно там стараясь набросали, но при этом живость картинки и живописность, она все равно остается. Вот, большой ошибкой будет, опять же, повторюсь, красить все одним цветом, потому что там, если у нас кожа тонкая в каких-то местах, там на суставах должна быть более красные оттенки, там, например, где-то у нас более холодные, там, такая. Но это уже говорил, в принципе, повторяюсь. И дальше вы можете использовать разные фильтры, например, баланс цвета. Я уже очень часто про него говорю, но здесь вот можно отрегулировать, опять же, каждый оттенок. Здесь, как вы видите, как бы вы ни выбрали какой вариант, все цвета будут сочетаться, и вы не получите грязь, если вы будете вот именно вот этим soft light делать, в отличие там от остальных, да, каких-нибудь overlay'ев там и так далее, multiply. Но multiply больше для теней пригодится и так далее. Вот так выглядит оно без каких-то режимов наложения. Вот. Также можете, конечно, поэкспериментировать, и я не говорю, что overlay нельзя использовать, я говорю, что
Его можно использовать, если вы знаете точно, что вы хотите добиться пережженного цвета. Допустим, вот здесь у вас какой-нибудь там, вы хотите сделать, допустим, синяк, вы его там делаете через Overlay вообще без проблем. Вот. Но это должно быть в меру и осмысленно. Дальше вы хотите, например, сделать, совсем поменять цвет какой-нибудь. Вы можете, так, здесь вот мы убираем, вот этот цвет оставить. Вы можете между ними поставить, допустим, баланс цвета поменять либо вот таким вот образом, либо вы можете выбрать Hue Saturation, опять же, выбрать какой-нибудь оттенок, и здесь вы можете, например, его в халка превратить, какой-нибудь там более такой вот зеленый цвет. Опять же, как видите, все цвета абсолютно гармонируют друг с другом, они не испортились, при том, что мы покрасили абсолютно в другой цвет. Просто стали другие оттенки, ну, более другие оттенки. Вот с рукой, в принципе, ничего сложного нет, вы можете там поэкспериментировать. И самое главное, чтобы у вас основа была хорошая, то есть вот эта вот черно-белая основа, чтобы она была правильно сделана. Потому что если вы захотите вдруг поменять вообще восприятие цвета, не меняя вот эти слои, то вы можете манипулировать именно вот с этим слоем. То есть изначально с черно-белым вы его можете сделать, сейчас более подробный покажу пример. Вот здесь вот можно сделать, например, в кривых, сделать так, чтобы было больше теней, то есть тени резко переходили к свету, да, тем самым мы увеличиваем насыщенность цвета, при том, что мы здесь ничего не меняли. Вот обратите на это внимание, да, что сама вот эта основа изначально, она очень сильно влияет на тот цвет, который будет в результате. То есть можно сделать, там, убрать вот такие вот цвета, как видите, вот без этого все это выглядит, вот черно-белый сделаем, чтобы вы понимали, какие я манипуляции делаю с этим слоем. То есть можно по-разному сделать. Можно сделать резкие тени, можно сделать мягкие тени и так далее. Это все будет влиять на итоговый цвет. Вот, как видите, те же самые слои абсолютно, но цвет другой. Вот это все к тому, что нужно изначально понимать, к какому результату вы хотите стремиться.